Рэю было 13 лет, когда он стал самым могущественным колдуном в мире. Когда он был маленьким мальчиком, его родители погибли во время Восточной войны. Лидия, женщина, натыкается на Рэя в бессознательном состоянии после того, как его деревня была разрушена. Она считается одной из самых могущественных волшебниц в мире, и она решает привести маленького ребенка в их лагерь. Лидия объяснила группе ситуацию. Однако королевство отказалось принять Рэя из-за проклятия, обрушившегося на его деревню. Лидия была полна решимости не покидать его, особенно после того, как он пришел в сознание. Кэрол, одна из участниц группы, чувствовала сильную связь с Рэем и оставалась рядом с ним, пока он спал. Рэй проснулся и предпочел молчать, хотя Кэрол мягко задавала ему вопросы. Охваченная любопытством, Лидия подходит к мальчику и вежливо спрашивает, как его зовут. Внимательно понаблюдав за окружением и людьми поблизости, Рэй наконец представляется, громко произнося свое имя. Это имя трогает сердце Кэрол, и она заключает его в уютные объятия, демонстрируя ему свою любовь. Рэй ценит ее теплоту, но считает, что она обращается с ним несколько по-детски. Однако недолгое присутствие Рэя вызвало некоторые проблемы в военном лагере. Эбби считает, что наиболее логичным решением было бы отправить его в сиротский приют, где у него была бы возможность найти новую семью. Однако Лидия испытывает противоречивые чувства по поводу этого выбора. Она обеспокоена потенциальными опасностями, с которыми Рэй может столкнуться в лагере. Но какая-то часть ее души колеблется, когда рассматривает возможность отослать его подальше. Лидия провела всю ночь, погрузившись в глубокие размышления, не в силах найти никакого покоя. Она тщательно обдумала все преимущества и недостатки того, чтобы оставить Рэя в лагере, а не отправлять его в академию. Однако на следующий день было принято решение отправить Рэя на усыновление. Однако Кэрол решительно протестовала против этого. Она испытывала глубокую связь с Рэем и не могла смириться с мыслью о том, что он будет декламировать где-то в другом месте. Даже несмотря на то, что мысли Кэрол были ясны, казалось, что окончательный выбор остается за Лидией. Как раз в тот момент, когда Лидия собиралась что-то сказать, она увидела Рэя, который стоял неподалеку и незаметно подслушивал разговор на собрании. Она подошла к нему и спросила о его предпочтениях. Рэй нежно взял ее за руку и любезно попросил остаться рядом с ней. После того, как Рэй принял искреннее решение остаться, Лидия любезно предложила ему стать его наставником и взяла его под свое крыло. Она заверила его, что он сможет считать каждого человека в лагере своей семьей. Рэй с энтузиазмом относился к учебе и хотел, чтобы Лидия гордилась им. Однако нежная натура Кэрол немного подавляла его, хотя он и ценил это. 6 лет спустя Рэй и его группа оказались втянутыми в войну на Дальнем Востоке, как раз во время внутренних конфликтов в Республике Муру. Несмотря на ожесточенные сражения, Рэй обладал достаточной силой, чтобы без особых усилий уничтожать целые взводы. После ожесточенного сражения команда отступила в лагерь, расположенный недалеко от основной зоны конфликта. Лидия выразила обеспокоенность тем, что эти условия могут привести к перегреву, а это состояние, при котором колдун теряет контроль над своей силой. Упомянутое перенапряжение потенциально может привести к психическому коллапсу, что является проблемой, которая особенно затрагивает новое поколение колдунов. По возвращении в лагерь команда сталкивается с серьезным затруднением. Они должны вернуться на поле боя, чтобы помочь своим товарищам. Они потеряли двух своих самых могущественных союзников из-за Империи Авил. Продолжение борьбы представляет значительный риск для группы. И все же у них нет другого выхода. Группа обеспокоена судьбой Рэй. Они считают, что он слишком молод, чтобы присоединиться к ним. Однако Рэй настаивает на том, чтобы пойти с ними, подчеркивая, что они его семья. Гарвард, которого Рэй считает старшим братом, уверяет его, что будет внимательно следить за ним. Они все возвращаются к борьбе. Однако, когда они возвращаются на поле боя, ситуация меняется к худшему. Гарвард скончался, а Лидия получила травму. Сердце Рэя разбито. Всепоглощающее горе и ярость подпитывают мощь Рэя, которая выливается в мощный взрыв. Взрыв уничтожил всех их противников, положив конец конфликту и заставив Рэя упасть в обморок. С тех пор Лидия прикована к инвалидному креслу из-за полученных травм. Когда Рэю исполнилось 15 лет, он оказался у входа в Академию волшебства. Когда он проходил через ворота, на него налетел еще один студент. Рэй подхватил ее, прежде чем она упала. Она покраснела, а ее друзья захихикали. Рэй извинился, но она сказала, что ему не следовало вставать у нее на пути. Когда он упомянул, что он новенький, девочки были шокированы. Ходили слухи, что единственный новый ученик был из обычной семьи, а не из знатной или колдовской. И этим учеником был Рэй. Осознание этого распространилось по всему миру, и вскоре многие стали смотреть на него свысока. Студент по имени Альберт подошел к Рэю с насмешливой улыбкой. Он сказал, что Академия предназначена не для таких обычных людей, как Рэй. Рэй сохранял спокойствие, но Альберт становился все более злым. Когда Альберт двинулся в атаку, в дело вмешалась рыжеволосая девочка. Она была из одной из лучших семей. Альберт в последний раз бросил на Рэя свирепый взгляд и ушел, поклявшись никогда не принимать его. Амелия
Роуз, девушка с поразительными рыжими волосами, представилась Рэю. Она поблагодарила его за храбрость и похвалила за то, что он стал первым обычным студентом Академии. Рэй пожал ей руку в знак благодарности за поддержку. Она сказала ему, что если ему когда-нибудь понадобится помощь, она всегда будет рядом. Вскоре после этого началась церемония поступления в Академию магии имени Арнольда. Директор школы Эбби Гарнет приветствовала студентов речью. Она напомнила им, что несмотря на проявленный потенциал, они должны продолжать стремиться стать лучшими магами. Сюрпризом того дня стало то, что Амелия, известная и уважаемая всеми, вышла на сцену в качестве представителя студентов первого курса. Ее слова вдохновили и мотивировали всех, напомнив им о предстоящих трудностях и наградах. Позже Рэй нервно стоял в своем классе. Представившись, заметил, что класс отреагировал неоднозначно. Некоторые из них казались дружелюбными, но другие перешептывались, недоумевая, как такой человек, как он, мог оказаться здесь. Их учительница Хелена Грейди взяла на себя ответственность и направила Рэя на его место. Теплое приветствие Амелии выделялось среди общего шума, застав всех врасплох. По мере того, как урок продолжался, Рэй обнаружил, что погрузился в мысли о войне. Его грезы наяву были внезапно прерваны, когда в него полетел кусок мела. Он поймал его, но он лопнул, оставив его лицо белым, как пудра. Мисс Грейди, раздраженная его невниманием, вызвала смех в классе. Рэй быстро извинился, и когда все снова сосредоточились, урок возобновился. Мисс Грейди обратилась к Амелии с просьбой описать ряды магов. Амелия перечислила их, начиная с самого низкого уровня – бронзового, серебряного, золотого, платинового, а на самом верху полностью великого ранга. Этот Грейди продолжил свое объяснение, заявив, что только 7 человек могут носить титул великого волшебника в любую данную эпоху. Эти 7 – абсолютные мастера в области магии, известные как самые могущественные во всем мире. Хотя большинство великих магов предпочитают оставаться анонимными, некоторые из них известны. Эбби, директор Академии, является одним из таких великих магов. Благодаря своей огромной огневой мощи она известна как пылающая волшебница. Еще одним широко известным великим волшебником является Кэрол Кэролайн, известная своими интенсивными исследованиями происхождения всех магов. Затем учитель упоминает легендарного героя Восточной войны. Амелия спрашивает, не имеет ли учитель в виду колдуна ледяного клинка, который исчез после войны. Мисс Грей утверждает и раскрывает, что остальные 7 магов остаются неизвестными, но она уверяет их, что при наличии сильных целей и упорных тренировок любой может стать одним из 7. Альберт встает и спрашивает, почему такой обычный человек, как Рэй, учится вместе с ними, так как это может замедлить работу всех остальных. Учитель требует от Альберта молчания, объясняя это тем, что Рэй, сдав вступительный экзамен, находится на той же отправной точке, что и все остальные. Затем учитель обращается к Розе, которая определяет магию как искусство перестройки материи в ее первичном состоянии. Далее она объясняет концепцию теории кодов, которая имеет важное значение в процессе восстановления материи для магии. Речь идет о различных типах материи – твердой, жидкой, газообразной и плазменной. Они используются в магии и в сочетании создают феномены. Потенциал магии безграничен, и его величие зависит от навыков и образа мыслей каждого мага. Один тихий студент спрашивает о коде антивещества, который стирает заклинания и творения. Учитель отклоняет этот вопрос, так как он больше не используется. Урок продолжается, и студенты практикуются в заклинаниях. Роза преуспевает в то время, как Рэй испытывает трудности, за которыми наблюдают многие, включая Альберта, который по-прежнему недоволен тем, что делит класс с обычным человеком. После занятий Рэй исследует Академию и заходит в библиотеку. Там он встречает Алису Гриффит, девушку, которая спрашивала о коде антивещества. Алиса одержима волшебной книгой Эйнсворта и выражает свое восхищение мастером Рэя. Рэй объясняет, что он тоже одержим ею, и между ними возникает некая связь. Проведя с ней некоторое время, Рэй направляется в общежитие и встречает Эви, которая уже давно его ждет. Эви объясняет, что ему все равно, что Рэй простолюдин, потому что он судит о людях только по их силе. Оказывается, они оба братья Джима. Эви ценит уникальность Рэя как простолюдина. Они связаны друг с другом благодаря своей силе и духу товарищества. На следующий день, когда Рэй занимался спортом, он промчался мимо девушки, чуть не заставив ее упасть. Он обернулся и извинился. Она отмахнулась от него, удивившись, что он встал так рано. Она спросила, не новенький ли он, и он представился. Девочка Ребекка Брэдли узнала в нем первого обычного мальчика за всю историю школы, о котором так много говорили. Гуляя с Эви, Рэй узнала в влиятельных семьях Роуз, Брэдли и Алдринов. Эти трое были столь же влиятельны, как и королевская семья, и играли важную роль в политике и экономике. Рэй интересовался Амелией, и Эви рассказала, что у нее доброе сердце, она принадлежит к благородной семье Роуз и искусна в колдовстве. Пока они разговаривали, директор школы Эбби позвала Рэя. Когда он шел навстречу с учителем, на него налетела девочка и потребовала, чтобы он извинился. Он отказался, и она заявила, что является популярной девушкой из Кливленда, которая хочет, чтобы ее уважали. Рэй все равно извинился, остановив ее от жалоб.
Она узнала в нем обычного парня и представилась как Кларис Кливленд. Наконец-то Рэй познакомился с Эбби, которая рассмеялась и попросила его называть ее Эбби, а не полковником. Война закончилась, и она вспомнила их прошлое. Наступил тренировочный день, и было назначено показательное фехтовальное сражение Альберт против Рэя. Учитель предупредил, чтобы мы не заходили слишком далеко. Альберт издевался над Рэем, но Рэй удивил всех, быстро закончив поединок. Даже когда Альберт снова атаковал, Рэй парировал, сломав меч Альберта. Эбби, наблюдавшая за происходящим, узнала Рэя и похвалила его мастерство. Вечером Рэй и Эви энергично тренируются. После их тренировки Рэй делится с Эви своими мечтами присоединиться к двум разным клубам. Впоследствии Рэй вступает в клуб экологических исследований, который по сути является клубом бодибилдеров-охотников. Президент выражает сомнения в мастерстве Рэя, но Рэй демонстрирует мускулистое телосложение, которое вызывает удивление. Президент показывает лицензию золотого охотника, которую Рэй противопоставляет своей собственной карточке, вызывая недоверие у членов клуба и обеспечивает себе место в клубе. После этого Рэй делает шаг к своему следующему выбору – клубу, отличающемуся от предыдущего. Ребекка, член клуба, задает вопрос об интересе Рэя к группе садоводов. Рэй рассказывает о своей любви к растениям, что приводит к разговору. Немедленное желание Ребекки принять его предложение прерывается возражениями Дины. Дина поручает Рэю задачу – в течение недели превратить заброшенную крышу дома в сад. Менее чем за неделю Рэй превращает заброшенную крышу клуба садоводов в настоящий шедевр, приводя его членов в благоговейный трепет. Несмотря на первоначальное нежелание Дины, она в конце концов принимает его заявление. Позже Рэй встречает Эбби, которая предупреждает его о шпионе в академии и поручает ему сообщать о любых подозрениях в ее офис. По дороге в общежитие Рэй встречает Кларис, поглощенную поиском жучков. Несмотря на свое замешательство, Рэй узнает, что Кларис предпочитает жучков обычным домашним животным. Видя, что у нее нет друзей, Рэй предлагает ей свою дружбу, которую она охотно принимает. На следующий день во время урока Рэй объясняет в классе основные направления магии, вызывая раздражение Альберта. Поскольку скоро состоится практический тренинг по навыкам работы в лесу Кавки, мисс Гриди говорит ученикам объединиться в команды. Очарование Рэя привлекает Амелию, Алису и Эви, которые формируют команду мечты. В лесу мисс Гриди рассказывает о сложной задаче – добраться до центра леса в течение 24 часов, собирая по пути марки. Там прячутся монстры, и Амелия планирует их формирование. Рэй предлагает поменяться местами с Амелией, требуя опыта. По мере того, как они продвигаются вперед, гигантская оса нападает на Алису. Рэй вмешивается и легко побеждает ее, вызывая ошеломленную реакцию. Они получают свою первую марку и разбивают лагерь на ночь. Девочки обсуждают боевые навыки Рэй и навыки выживания. Эви как бы невзначай упоминает о ее навыках охотника золотого класса. Рэй придумывает легенду для прикрытия, но Амелия по-прежнему настроена скептически. На следующий день их останавливает крик. Рэй противостоит трехглазым монстрам, нападающим на Альберта. Рэй быстро убивает одного из них, но Альберт остается упрямым. Пока Амелия восхищается мастерством Рэй, фигура в капюшоне оживляет поверженного монстра. Кларис останавливается как вкопанная, когда слышит рев монстра. Она не может не пялиться на этого редкого зверя. Рэй замахивается на монстра, но его оружие не может пробить его жесткую шкуру. Он подумывает о том, чтобы использовать свою скрытую силу. Как раз в тот момент, когда он собирается это сделать, Амелия воздвигает огненную стену. Хэви бросает камень, а Алиса заставляет его лететь еще быстрее с помощью своей магии воздуха. Камень пригвоздил монстра к земле. Рэй улучил момент, взмахнул своим оружием и разрубил монстра надвое. Затем вмешался Альберт, чтобы помочь освободить всех из липкой паутины монстра. Кларис не может скрыть себя полностью. Сила Рэй действительно произвела на нее впечатление, а ее два хвоста-близнеца выдают ее с головой. После боя они собирают последнюю марку, которая им нужна. На церемонии награждения команда Рэя объявляется победителем. Кларис ликует, но замечает, что не все довольны. Им не нравится, что победил кто-то без выдающегося образования. Но Эви успокаивает Рэй. Они победили, и это самое главное. Проходит несколько дней, и Рэй навещает своего хозяина. Они садятся за стол, пьют чай и болтают. Лидия говорит, что Рэй потребуется около 5 лет, чтобы полностью восстановиться. Они также говорят о запрещенном заклинании, которое Рэй, возможно, когда-нибудь придется использовать. Лидия доверяет ему в том, что он сделает правильный выбор. Прежде чем он уйдет, Лидия упоминает об одном слухе, который до нее дошел. Она крупный исследователь, изучающий, как мозг творит чудеса. Ее работы привлекли внимание некоторых плохих людей. Особенно то, что она обнаружила в области мозга, которая помогает людям запоминать заклинания. Лидия говорит, что какая-то одержимая группа под названием Евгеника выбрасывает этику в окно только для того, чтобы получить то, что они хотят. Вместо того, чтобы ждать, чтобы извлечь уроки из мозга волшебника, они вырезают его, чтобы ускорить процесс. Переключая передачу, Рэй и его учительница Лидия отправляются на прогулку в лес. Она спрашивает, завел ли он себе друзей,
и он упоминает Эви и девочек. Затем Лидия рассказывает о турнире, который она выиграла 4 раза подряд. Она говорит Рэю, что он должен присоединиться к нему. И все же Рэй говорит, что предпочел бы просто наблюдать и болеть за своих друзей. Прежде чем они попрощаются, она дарит ему книгу, которая, по ее словам, может пригодиться. Позже Рэй отправляется в школу, потому что его об этом попросила учительница мисс Грейди. Она хочет знать, как ему живется в академии. Рэй говорит, что все в порядке, и это ее удивляет, потому что она знает, что большинство студентов его недолюбливают. Она говорит, что сожалеет о том, что не поддерживает его больше, и обещает быть рядом с ним с этого момента. В другом месте Альберт, который прогуливает школу, занят совершенствованием своей магии пламени. Он полон решимости победить Рэя. И все же на заднем плане появляется фигура в плаще с довольно злой ухмылкой. На следующее утро Ребекка просит Рэя помочь организовать предстоящий турнир. Он соглашается и упоминает, что будет болеть за Амелию. Она является фаворитом из-за своего семейного происхождения. Рэй с любопытством спрашивает, кто еще входит в высшую аристократическую семью, и Ребекка говорит, что это Оберны. Их старшая дочь учится в Академии магии дома. Позже учитель начинает подготовку к первому раунду турнира, чтобы выбрать представителей школы. Как все и ожидали, Амелия вытирает пол вместе со своей соперницей менее чем за минуту. Желая получить настоящий вызов, она просит провести следующий спарринг с Рэем. Аристократы бросают на Рэя злые взгляды, но учитель говорит, что дуэль окончена. Амелия бросается на Рэя, который блокирует каждое ее движение. Он замечает, что она быстра, но бьет не очень сильно. Она продолжает пытаться, но не может нанести удар. В самый разгар всего этого Рэй начинает вспоминать свои прежние дни с Ховартом. Он погружается в свои мысли и почти теряет бдительность. Он уже собирается нанести победный удар, но останавливает себя и роняет свой меч. Так называет это учитель. Амелия выигрывает этот раунд. В кафетерии друзья Рэя загоняют его в угол и спрашивают, где он научился так драться. Он говорит, что у него был наставник, который научил его владеть мечом и колдовством. Как раз в этот момент Альберт прерывает их трапезу, чтобы вызвать Рэя на дуэль. Сыт по горло выходками Альберта, Рэй соглашается. Они встречаются лицом к лицу за пределами школы, на территории, окруженной огромным магическим барьером. Альберт бросает Рэю настоящий меч и устанавливает правила игры. Тот, кто сдастся первому, проиграет. Альберт делает все возможное, используя свою магию для агрессивной атаки. Рэй должен играть в обороне. Альберт становится еще более злым и начинает метать огненные шары как сумасшедший. Альберт злится не только потому, что Рэй лучше, но и потому, что его семья занимает низкое положение среди знати. У его отца были трудные времена, и Альберт хочет исправить это, став лучшим волшебником и победив Рэя. Но Рэй просто пронзает их насквозь. Альберт все больше расстраивается с каждым промахом, даже думая, что Рэй должно быть какой-то тайный аристократ, потому что он так хорош. Рэй говорит ему, что мастерство не имеет никакого отношения к семейному происхождению. Это только придает Альберту значение. Альберт снова пытается вызвать огненного дракона, но у Рэя ничего не получается. Альберт падает на колени, избитый и сломленный. Амелия, которая все это видела, хочет, чтобы Рэй рассказал ей о том, кто он на самом деле. Как раз в тот момент, когда он собирается признаться во всем, сила тяжести смещается, прижимая всех, кроме Рэя, к земле. Оттуда выходит фигура в плаще и начинает смеяться, как злодей. Оказывается, это их учитель Грейди. Она шпионила за Академией и говорит, что собирается использовать студентов в каком-то безумном колдовском эксперименте. Рэй решает, что сначала нужно разобраться с ней, прежде чем раскрывать свой секрет. Рэй складывает все воедино и приходит к выводу, что Хелена – это часть Евгеники. Она управляла лесными монстрами во время обучения, надеясь заполучить студентов для своих жутких исследований в области Инграма. Возможно, у Альберта больше эгоизма, чем мастерства, но Хелена благодарна ему за то, что он отвлекал всех достаточно долго, чтобы она смогла поймать в ловушку действительно хороших колдунов. Брей приходит в ярость и решает, что пришло время преподать Хелене суровый урок. Хелена знает, что ей не сравнится с ним в ближнем бою, поэтому она держится на расстоянии и вызывает двух огненных змей. Когда это не помогает, она угрожает поджечь пойманных в ловушку студентов. У Рэя нет другого выбора, кроме как показать свое истинное лицо как колдуна ледяного клинка. Хелен потрясена, но Рэй не теряет времени даром. Он создает ледяные клинки, которые уничтожают ее магию. Она пытается вызвать своего главного героя, дракона Чистилища, но Рэй быстро отключает его с помощью какого-то специального кода. Хелена пытается убежать, но ледяные клинки Рэя преграждают ей путь. Она умоляет сохранить ей жизнь, но это всего лишь уловка, чтобы застать Рэя врасплох. У нее ничего не получается. Рэй цел и невредим. Понимая, что она в меньшинстве, Хелена делает последний отчаянный шаг. Она вводит себе препараты для евгенических исследований и превращается в монстра. Хелена снимает барьер и рассеивает заклинание, которое обездвиживает студентов. Однако, несмотря на все ее усилия, она продолжает бороться за то, чтобы попасть в Рэй своими снарядами. Хелена по-прежнему полна решимости и отказывается сдаваться, даже прибегая к использованию опасной магии. Несмотря на нынешнее преимущество Рэя, похоже, что он изо всех сил пытается полностью использовать свою силу, поскольку это вызывает значительный физический дискомфорт. Несмотря на затаенную надежду Хелены на перемены, Рэй использует обилие ледяного цветка против нее. Хелена издает крик боли, когда попадает в ловушку сильного шторма, в конечном итоге приводящего к тому, что она оказывается заключенной в твердую глыбу льда. Рэй падает в обморок от
от истощения, что побуждает его друзей броситься ему на помощь, беспокоясь за его благополучие. Когда Рэй просыпается, рядом с ним находится Лидия. Он спрашивает о команде и узнает, что со всеми все в порядке. Лидия говорит Рэю, что гордится им, но она покидает комнату в инвалидном кресле из-за старой травмы. Горничная говорит Рэю, что Лидия действительно заботится о нем. Рэй очень ценит доброту Лидии. Эбби, одна из руководителей академии, рассказывает удивительную историю. Изначально она отказывалась пускать Рэя в академию. Он был совсем другим, и она не думала, что он впишется в ее жизнь. Но Лидия заступилась за него. Она сделала то, чего никогда не делала. Она умоляла. Эбби никогда не видела, чтобы Лидия вела себя подобным образом. Лидия поступилась своей гордостью, чтобы у Рэя был шанс учиться и расти. Услышав это, Рэй был глубоко тронут. Его глаза наполнились слезами. Он тихо сказал: «Учитель», выражая свою благодарность. Лидия уже ушла, вся в слезах. Она хотела, чтобы у Рэя была хорошая жизнь. После того, как Эбби уехала, друзья Рэя навестили его. Они рады, что с ним все в порядке. Рэй решает, что пришло время рассказать им один секрет. Он колдун ледяного клинка, один из 7 особых колдунов. Он держал это в секрете, но теперь они должны были узнать об этом. Затем Рэй поделился с нами своими болезненными воспоминаниями. Во время большой битвы он потерял контроль над своими способностями, пытаясь спасти своего друга из Гарварда. Все вокруг него было разрушено. Когда дым рассеялся, окровавленная Лидия крепко обняла его. Рэй рассказывает, что он использовал особое колдовство, замок Хрона, чтобы контролировать свою силу и избежать новых несчастных случаев. Он чувствует себя виноватым из-за прошлого и считает, что не заслуживает своих друзей. Но они не согласны друг с другом. Они говорят ему, что всегда будут прикрывать его спину и хотят, чтобы он был счастлив. Чувствуя себя лучше, Рэй готов продолжить учебу в академии. Его друзья крепко обнимают его, говоря, что они доверяют ему и что он тоже защитит их. В ту ночь Альберт, студент, который хочет, чтобы над ним издевались, пробирается в его комнату. Прежде чем Альберт успевает что-либо сказать, Рэй понимает, что хочет извиниться. Рэй быстро прощает его и дает несколько советов. У Альберта есть особый талант, и он не должен тратить его впустую, завидуя другим. «Я тронут», Альберт обещает стать лучше. На следующий день в академии нас ждет сюрприз. Наша новая учительница Кэрол, известная своим игривым и дерзким характером. Рэй закатывает глаза, надеясь, что она не будет вести себя слишком глупо на уроке. Кэрол, представившись, не может удержаться от легкого флирта с учениками. Все очень рады, что Кэрол стала их новой учительницей. Она добрая, понятливая и прямолинейная девушка. К тому же она питает слабость к Рэю, что должно облегчить ему жизнь. Амелия глубоко задумалась, сидя в ванне. Она и представить себе не могла, что Рэй станет волшебником ледяного клинка. Из всех людей только он может быть одним из 7 сильнейших волшебников. Сравнивая себя с Рэем, Амелия чувствует себя неполноценной. Даже несмотря на то, что она из известной семьи Роуз, одной из 3 лучших семей, и у нее впереди блестящее будущее, она чувствует себя загнанной в ловушку и опустошенной. Она считает, что Рэй с его трудным прошлым заслуживает своего титула. Внезапно настроение Амелии меняется. Она расстроена тем, что Рэй, похоже, не замечает ее красоты. Расстроенная, она выпрыгивает из ванны и встает перед зеркалом, напоминая себе, какая она красивая. В академии Кэролайн представилась как Каро-Каро. Она взволнованно поделилась новостями о турнире волшебных фехтовальщиков. Но Рэй не был в восторге от этого. Его внимание было полностью сосредоточено на Кэролайн, новой учительнице, которая ему действительно не нравилась. Кэролайн объяснила, что турнир проходит на разных уровнях. Студенты первого курса будут соревноваться в соревнованиях для начинающих, в то время как студенты постарше присоединятся к основному отборочному раунду. В турнире примут участие 16 студентов из 3 академий. В их академии может быть 6 представителей, так как прошлогодняя чемпионка Ребекка Брэдли была родом оттуда. Кэролайн предупреждала, что хотя их академия обладает сильными комбинированными способностями, Академия Дьем является лучшей в физическом бою. С другой стороны, Академия Меркросс известна своими научными исследованиями. Многие из ее студентов, скорее всего, станут исследователями. Она закончила свою речь словами о том, что сотрудники Академии будут поддерживать конкурентов. Как только Кэролайн ушла, Рэй сразу же направился в главный офис. Ему нужно было выговориться. Встретившись с мисс Эбби, он пожаловался на то, что Кэролайн преподает в Академии. Эбби защищала Кэролайн, восхваляя ее колдовские способности. Рэй не согласился с этим, сказав, что он лучше. Но пока они разговаривали, внезапно появилась Кэролайн и попыталась обнять Рэя. Рэй, вспомнив ее цепкость с тех пор, как они были моложе, попытался убежать. Мисс Эбби просто наблюдала за происходящим и говорила Рэю, что он должен просто смириться с этим. В тот день Рэй и его друг наблюдали за тем, как другие студенты готовятся к турниру. К удивлению его друга, Рэй предсказал исход матча всего за 2 секунды. Пока он объяснял, как ему это удалось, они оба отвлеклись на матч между леди Амелией и другим студентом. Подруга Рэя сделала свое собственное предсказание, которое сбылось. Амелия выиграла этот матч всего за 6 секунд. Студенты, наблюдавшие за происходящим, болели за Амелию, не подозревая о ее сомнениях относительно себя. Рэй думал, что победа была типичной для Амелии, но чувствовал, что она могла бы посмотреть на это по-другому, учитывая то, как она сама себя воспринимала. Позже Амелия встретила своего отца, который напомнил ей о больших ожиданиях, связанных с ее королевским происхождением. Он хотел, чтобы она хорошо выступила и победила Ариана, еще одного конкурента. На следующий день Рэй и его друзья говорили об Ариане, Орегоне и Амелии. Они сошлись во мнении, что
Ариана была уверенной в себе и гордой, что часто помогала ей на соревнованиях. Она тоже происходила из королевской семьи, но у нее был совсем другой характер, чем у Амелии. В то время как Ариан была уверена в себе, Амелия часто сомневалась в себе, что иногда сказывалось на ее успеваемости. Одна подруга поделилась своим опытом участия в соревнованиях с Арианом. У нее было много впечатляющих историй о себе. Тем не менее, кто-то еще предположил, что победительницей станет Ребекка, девушка, победившая в прошлогоднем турнире. Начинается отбор на турнир, и Амелия получает место после быстрой победы над Альбертом в тестовом матче. Несмотря на то, что Альберт проиграл, он также проходит квалификацию. Студенты болеют за Амелию, которая просто благодарит их и идет дальше. Вдохновленные их поддержкой и ожиданиями своего отца, Амелия решает приложить больше усилий, чем когда-либо. Тем временем Рэй обнаруживает книгу, которую подарила ему его старая учительница Лидия. Она навевает воспоминания. И вот он отправляется в сад на поиски Амелии. Когда она видит его, то очень удивляется. Он подбадривает ее и предлагает потренировать для участия в турнире. Она очень взволнована и быстро соглашается. Затем она рассказывает Рэю о своей прошлой дружбе с Арианом. Они познакомились на вечеринке в детстве, и именно Ариан подошел к ней. Они быстро подружились, вместе отправлялись в приключения и даже плавали. Но когда они стали старше, поражение от Ариана в драке изменило представление Амелии о себе. Она чувствовала, что изменился не Ариан, а она сама. Вернувшись в тот день в свою комнату, Амелия напомнила себе о своем королевском статусе. Она считает, что должна победить, чтобы соответствовать этому имени. На следующее утро Амелия встречает Рэя рано утром. Его серьезное поведение удивляет ее. Вместо того, чтобы позволить ей обращаться к нему по имени, он настаивает на том, чтобы его называли мастером Уайтом. В свою очередь, он называет ее рейнджером. Она озадачена, но следует его примеру. Не давая ей ни минуты на то, чтобы привыкнуть, Рэй поручает ей сложное задание. Она должна пробежаться по академии, а затем отправиться в лес Ковья, прежде чем вернуться обратно. Амелия застигнута врасплох этим суровым испытанием. Она задается вопросом, не слишком ли сильно он на нее давит. Не обращая внимания на ее колебания, Рэй делает ей выговор за то, что она неправильно обратилась к нему. Поспешив исправиться, Амелия отправляется в путь. Когда она возвращается, измученная от напряжения, Рэй хвалит ее за старания, но предупреждает о еще более жестких тренировках на следующий день. Это заставляет Амелию опасаться того, что ее ждет впереди. Ее друзья замечают перемены в ее поведении. Теперь она часто чувствует усталость и даже задремывает во время занятий. Однажды ночью Амелии приснился тревожный сон, в котором она умоляет Ариана не бросать ее. Она просыпается в эмоциональном смятении. К счастью, Алиса и еще одна подруга приходят к ней, предлагая утешение и заботу. Голос Рэй вырывает Амелию из ее сна, заставляя все остальное исчезнуть. В ее сне он предлагает ей яблоко в очаровательной манере. Следующее, что она помнит, это то, что Рэй будет ее в спальне для девочек, используя кухонную утварь, чтобы разбудить ее. Она устала, и у нее нет никакого желания тренироваться. Однако Рэй уже ждет ее на улице. Две девочки в пижамах спорят с Рэем по поводу шума, который он издает ранним утром в женском общежитии. Он быстро извиняется и замечает, что они хорошо смотрятся в своих пижамах. Пока они болтают, Амелия пытается улизнуть, чтобы избежать тренировки. Заметив ее попытку сбежать, Рэй бросается за ней, оставляя девочек позади. Рэй обыскивает всю академию в поисках Амелии. Во время своих поисков он натыкается на Альберта, сидящего в одиночестве в одной из комнат. Рэй расспрашивает о друзьях Альберта и узнает, что Альберт предпочитает одиночество. Пользуясь случаем, Рэй подбадривает Альберта ободряющими словами, напоминая ему о его достоинствах и потенциале. Чувствуя мотивацию и вдохновение, Альберт благодарит Рэя, когда тот уходит. Рэй подходит к Алисе и ее подруге, чтобы спросить о местонахождении Амелии. Но они ничего не знают. Рэй надевает маску и использует свои особые способности, чтобы найти Амелию. Он выбегает из комнаты, оставив Алису и другую девочку в изумлении. Амелия находится в коридоре академии, когда Рэй подкрадывается к ней и берет за руку. Он ругает ее за то, что она бросила его занятия, которые, по его мнению, необходимы для ее успеха. Амелия пытается объяснить, что она не сбежала, но Рэй не слушает и уводит ее из этого района. Рэй говорит ей, что с тех пор, как она ушла, ее наказание будет еще более суровым. На тренировке следующего дня ей придется держать его за руку все время, пока он не прибудет на тренировочную площадку. Рэй обращается за помощью к своим старшим друзьям, которые входят в группу поддержки. Они согласны помочь Рэю и Амелии. Несмотря на это, Амелия продолжает усердно работать, вкладывая все больше усилий в свои тренировки. Другие студенты академии замечают ее самоотверженность, в том числе и ее друзья. Рэй переодевается женщиной, чтобы проверить, тренируется ли она, когда его нет рядом. Ему приятно видеть, что она сама серьезно относится к своей подготовке к турниру. На школьном дворе другие девочки восхищаются Лили Уайт и сопровождающей ее маленькой девочкой, когда они проходят мимо. Лили ведет девочку в поисках своей сестры. Она узнает, что девочку зовут Тиана Олгрен, и уверяет ее, что они обязательно найдут ее сестру. По мере того, как они продолжают свои поиски, все больше девочек падают в обморок при виде Лили, взволнованные тем, как она выглядит. Лили присоединяется к сестре Тианы, Ариан Олгрен, которая отдыхает. Ариан приносит извинения за поведение Тианы, но Лили не возражает и считает Тиану скорее хорошей, чем доставляющей неприятности. После знакомства они садятся пить чай. Во время
время их разговора Ариан замечает, что Лили не является студенткой их академии. Вместо того, чтобы отрицать это, Лили соглашается и хвалит интеллект Ариан. Ариан рассказывает о своих собственных качествах, интеллекте и мужестве, поощряя Лили быть правдивой и не лгать. К удивлению Ариан, голос Лили меняется на мужской, что повергает ее в шок. Извиняясь, Лили раскрывает свою истинную личность Рэя. Ариан застигнута врасплох. Изо всех сил пытаясь переварить это неожиданное откровение, Рэй объясняет, что использовал комбинацию кодирования и магии, чтобы изменить свой голос. Когда Ариан начинает приходить в себя, она пытается вспомнить, где она могла слышать имя Рэй Уайт раньше. Она помнит, что Рэй – первый не принадлежащий к королевской семье человек, поступивший в Академию магии имени Арнольда, известную своими исключительными боевыми способностями. Рэй признает, что не ожидал, что слухи о его поступлении в школу Ариан дойдут до него. Несмотря на возникшую неловкость, Ариан чувствует себя обязанной выразить свою благодарность Рэю за помощь в поисках ее сестры. Она обещает продемонстрировать свои боевые навыки. Воодушевленные радостными возгласами Тианы, Рэй и Ариан вступают в искусно смоделированную битву. Ариан просит Рэя использовать свой женский голос, и они грациозно демонстрируют свои движения. После матча Рэй восхваляет силу Ариан и предсказывает ей светлое будущее. Рэй отказывается от участия в турнире магических фехтовальщиков, так как тренирует свою подругу Амелию. Он выражает уверенность в победе Амелии и уходит. Вернувшись в Академию в образе Лили, Рэй ругает себя за опоздание. Он спасает Марию от спотыкания и узнает, что она поступила в университет благодаря его доброте. Мария просит Лили подождать ее в следующем году, а затем убегает. Рэй встречает Амелию, Алису и Кларис на их тренировочном месте и расспрашивает об их тренировках. Амелия быстро говорит, что они хорошо тренировались. Внезапно все трое друзей замечают, что Рэй выглядит как девочка. Они очень удивляются, услышав ее голос. Рэй говорит, что только что выполнил специальное задание, и именно поэтому он так выглядит. Позже Рэй едет в шикарном экипаже со своими друзьями и девушкой по имени Эви. Они болтают о своих тяжелых тренировках, пытаясь успокоить нервы. Рэй говорит им, что им не нужно напрягаться, потому что его учитель очень милый. Когда они приезжают, то знакомятся с Лидией. Рэй знакомит с ней своих друзей. Лидия смотрит на Эви и хвалит его за усердную работу. Она говорит ему, чтобы он держался поближе к Рэю, и Эви обещает, что так и будет. Алиса немного нервничает и говорит, что она полуэльфийка. Лидии это нравится, и она очень хвалит ее. Мелисса просит у Лидии автограф, потому что она восхищается ею. Лидия подписывается за нее. Когда Клэрис здоровается, она случайно поранила себе язык, но Лидия говорит, что все в порядке. Лидия упоминает, что Клэрис хочет стать охотником. К своему удивлению, Клэрис задается вопросом, откуда Лидия об этом узнала. Лидия объясняет, что семья Клэрис рассказала ей об этом. Затем Лидия показывает Клэрис свою платиновую карточку охотника, но говорит, что больше не может ею пользоваться из-за своего здоровья. Клэрис никогда раньше ее не видела. Лидия говорит ей, что несмотря на то, что она из знатной семьи, она все равно может быть охотником. Затем Амелия разговаривает с Лидией. Лидия помнит ее по некоторым вечеринкам. Она просит разрешения поболтать с Амелией наедине. Когда они уходят, помощница Лидии Карла просит Рэя помочь ей на кухне. Там Карла рассказывает о том, что опасная группа из Империи Авил, известная как Мрачный Жнец, возможно, что-то замышляет. Рэй задается вопросом, что же они задумали. Карла не знает всех подробностей, но она беспокоится. Эта новость приходит одновременно с большим турниром, на котором будет присутствовать много важных людей. Она просит Рэя быть осторожным и держать ухо востро. В тихой комнате Лидия призывает Амелию поделиться своими тревогами. Амелия старается вести себя так, как будто ничего не случилось. Но Лидия показывает ей несколько писем от Рэя. Он пишет Лидии, потому что беспокоится об Амелии. Рэй не уверен, должен ли он помочь Амелии или оставить ее в покое. Лидия спрашивает, знает ли Амелия о прошлом Рэя, и Амелия отвечает «да». Лидия научила Рэя всему, что знала о магии. Даже несмотря на то, что сейчас Рэй является сильнейшим волшебником в мире, есть одна вещь, которой она не смогла его научить – понимать эмоции. Когда Рэй был маленьким, он был обижен и закрылся от своих чувств. Лидия надеялась, что поступление в академию поможет ему раскрыться и завести друзей. Она говорит Амелии, что это нормально полагаться на друзей и делиться своими заботами. Особенно, когда кто-то вроде Рэя так сильно заботится о ней. После их разговора Лидия и Амелия присоединяются к остальным за ужином. Затем Рэй проводит время с Эви, занимаясь физическими упражнениями. Эви благодарит Рэя за приглашение и хвалит еду и доброту Лидии. Рэй признает, что у него был отличный день. Он наблюдает за тренировками Амелии и гордится тем, как сильно она улучшилась. Рэй помнит совет Лидии обращать внимание на усердную работу Амелии. Он прекращает тренировки Амелии, чтобы похвалить ее. Амелия благодарит его и ждет следующего шага. Рэй говорит, что пришло время для теста. Если Амелия сможет дотронуться своим мечом до розы на его груди, он вручит ей специальный значок. Рэй обещает, что не будет использовать всю свою силу, показывая, что верит в нее. Оба обнажают свои мечи, готовые начать. Настал день, которого все так долго ждали. Большой турнир по волшебному фехтованию на мечах. Диктор призывает каждого студента выложиться на полную, а затем объявляет турнир официально открытым. В коридоре Амелия нервно ходит взад и вперед, готовясь к своему матчу.
Вскоре к ней подходит Ариан, пытаясь завести светскую беседу. Ариан замечает, что Амелия выглядит по-другому, отмечая, что прошло уже много времени с тех пор, как они разговаривали лицом к лицу. Видя серьезное лицо Амелии, Ариан чувствует себя немного неуверенно, но протягивает руку для рукопожатия, говоря, что она надеется встретиться с Амелией в финале. Турнир прогрессирует, и скоро придет время для полуфинала начального уровня. Шайн Джерард из Академии магии Муркросс сразится с Амелией Роуз. Судья объясняет правила. Цель состоит в том, чтобы либо нокаутировать противника, либо вырвать розу у него из груди. Однако только судья может решить, когда матч закончится, исходя из состояния участника. Как только матч начинается, Джерард быстро целится в Амелию, но она уклоняется и приземляется позади него. Неожиданным движением она использует единственное колдовское заклинание, чтобы вырвать розу у него из груди, и выигрывает матч. Комментатор объясняет зрителям сложность ее хода. Амелия закопала в землю активное колдовское заклинание и заманила в него Джерарда, обеспечив себе победу. Многие студенты восхищаются Амелией, вдохновленные ее умной стратегией и легкой победой. Когда аплодисменты продолжаются, Рэй поднимается со своего места. Эйви спрашивает его, куда он направляется, и Рэй объясняет, что ему нужно вернуться к своим обязанностям члена комитета. Объявляется следующий матч. Ариан против Альберта из школы Рэя. Перед началом матча Рэй дарит Альберту свою розу и желает ему удачи. На поле болельщицы кричат в поддержку Ариана. Когда раздается свисток, мечи Ариана и Альберта сталкиваются в напряженной дуэли. После продолжительной битвы Ариану удается сбить Альберта с ног. Она советует ему сдаться, предупреждая, что продолжение может привести к травмам. Альберт с земли отвечает, что когда-то он мог бы сдаться, но теперь он изменился. Теперь он не отступит. С новой силой он бросается на Орион и сильным ударом обезоруживает ее. Но как только кажется, что победа близка, Орион ловит его меч голыми руками, вызывая бурную реакцию. Мощным движением она выбрасывает Альберта с ринга, заявляя о своей победе. Студенты с нетерпением ждут предстоящего поединка Амелии с Арианом в финале. Перед финальным раундом зрители увидят музыкальное представление, организованное психоаналитиком мисс Кэролайн. Проходя по уединенному месту, Рэй чувствует поблизости чье-то необычное присутствие. Он замечает мимолетную тень, похожую на какое-то существо, как раз в тот момент, когда она исчезает. Вскоре после этого он встречает школьного стража, который ведет его в кабинет. Там его приветствует Лидия Би Кэролайн, но внимание Рэя сразу же привлекают незнакомые лица. Они принадлежат к племени Хилл, ответственному за сбор разведывательной информации в Империи. Карла, личная горничная его хозяина, оказывается лучшим агентом разведки племени. Она благодарит Рэя за то, что он присматривал за ее младшим братом и сестрой, что привело его в замешательство. Все становится ясно, когда президент, брат Карлы, выходит вперед. Представившись Рексом, он просит Рэй продолжать поддерживать его и Карлу. Их разговор перешел к новостям о проникновении мрачного жнеца на турнир. Рэй предупреждают, чтобы она была бдительной, так как следующей мишенью могут стать студенты. Лидия дарит Рэю мощный меч, намекая, что он может ему понадобиться. В ту ночь Рэй размышляет обо всем, что узнал ранее. Он полон решимости защитить Амелию во время предстоящего боя, несмотря ни на что. На турнире по колдовству Ребекка выходит в финальный раунд. Толпа громко аплодирует ей. Воздух наполнен волнением. После матча с Ребеккой еще две участницы встретятся лицом к лицу. В шокирующем повороте Лукас побеждает своего противника всего за 2 секунды. Это удивляет всех. Друзья Рэя говорят ему, что Амелия ведет себя странно. Она одиноко стоит в углу и выглядит усталой. Рэй замечает Ребекку, выходящую из толпы, и думает, что она действительно особенная. Позже Рэй чувствует необходимость поговорить с Амелией и идет в свою комнату. Он говорит ей, что боится подходить слишком близко, потому что это может ранить ее чувства или сделать их лучше. Он не уверен в своих чувствах и в том, должен ли он действовать в соответствии с ними. Амелия, тронутая его словами, раскрывается перед ним. Она признает, что притворялась кем-то, кем на самом деле не является, и чувствует, что ей никогда не победить своих соперников. Рэй утешает Амелию, обещая поддерживать и укреплять ее. Она потрясена и спрашивает, не хочет ли кто-нибудь остаться с ней, учитывая все ее трудности. Рэй уверяет ее, что всегда будет рядом с ней. Рэй утешает Амелию, и они обнимаются вместе. Когда она спит, прижимаясь к нему, ей снится, как она тренируется вместе с Рэем и побеждает его. Даже когда она отдыхает, Рэй шепчет ей слова ободрения, чтобы она знала, что он верит в ее победу. Друзья Амелии испытывают облегчение от того, что Рэй помогает ей преодолеть ее неуверенность в себе. Благодаря поддержке Рэя ее уверенность в себе и решимость победить восстановились. Приближается день большого финала. Это жестокая конкуренция между дочерьми самых известных семей. Атмосфера здесь очень напряженная. Рэй приходит поздно, и его друзья спрашивают об Амелии. Он уверяет их, что с ней все в порядке, и рассказывает, что провел с ней всю ночь. Этот комментарий вызывает удивление и вызывает любопытство у его друзей, но Рэю нравится заставлять их гадать. Один из них шутит о том, что Рэй быстро взрослеет. Перед началом турнира Рэй навещает Амелию, чтобы еще больше подбодрить ее,
и дарит ей розу. Она пытается его о чем-то спросить, но Рэй перебивает ее, говоря, что он уверен в ее победе и что ей не стоит волноваться. Незадолго до начала матча президент сообщает Рэю, что Кларис и еще несколько студентов пропали без вести. Рэй решает исследовать нижние уровни, чувствуя там что-то тревожное. Лекс планирует усилить меры безопасности, прежде чем присоединиться к Рэю в поисках. Несмотря на беспорядки, Сара начинает комментировать финальный матч между Арианом и Амелией, двумя старыми друзьями, соревнующимися друг с другом. Когда матч начинается, Ариан поднимает свой меч в воздух, активируя свои мощные кулаки. Она предлагает им сразиться в полную силу. Ариан быстро использует свой меч в качестве отвлекающего маневра, бросается в сторону Амелии и наносит сильный удар, от которого Амелия отлетает в сторону. Этот прием, признанный Эви и Алисой, был тем же самым, который Ариан использовала в полуфинале. Сара впечатлена скоростью Ариан и сомневается в ее магическом источнике. Кэрол поясняет, что Ариан использует уникальное заклинание, восхваляя ее внимание к физическим способностям. Амелия встает, несмотря на то, что ей больно. Ариан предупреждает ее, что она еще не закончила, и снова бросается в атаку. Амелию оттесняют к краю ринга, она почти побеждена. Но как только Ариан пытается нанести еще один удар, Амелия выпускает розовый взрыв, действующий как барьер. Лидеры семьи наблюдают за всем происходящим. Ариан отступает от розового тумана, а Амелия твердо стоит на ногах, окруженная бабочками, и клянется не проиграть. Тем временем Рэй достигает нижних уровней и обнаруживает Кларис и остальных, все они без сознания. Он быстро приводит Кларис в чувство, но пока она пытается разобраться в ситуации, их враги произносят заклинание, отрезающее этот район от внешнего мира. К ужасу Рэй появляются мрачные жнецы. Защищаясь, он берет на руки Кларис и пытается убежать. Не видя выхода, Рэй снимает блокировку Хроноса, чтобы активировать свою истинную силу. Рэй призывает ледяные клинки и использует их против жнецов. Жнецы, осознав его силу, колеблются. Один из них окутывает все вокруг темным заклинанием. Рэй реагирует, произнося заклинание, которое устраняет темноту, но это непреднамеренно влияет на продолжающийся матч выше. Ариан изо всех сил пытается избежать взрывающихся бабочек, когда внезапно вся магия прекращается. Кэрол распознает в этом антиматериальное поле и взволнованно благодарит за это Рэй. Под землей мрачные жнецы пытаются убежать, но пристальный взгляд Рэй приковывает их к месту, где они находятся. Вскоре Лекс присоединяется к Рэй, который объясняет, что жнецы все еще живы и будут доставлены на допрос. Затем они вдвоем спешат посмотреть, чем закончится поединок Амелии. Битва наверху возобновляется, когда к ним возвращается их магия. Ариан усиливает свою силу, заставая Амелию врасплох. Она уворачивается от бабочек и сильно бьет Амелию, отбрасывая ее назад. Пока Амелия сопротивляется, крик Рэя подталкивает ее к тому, чтобы задействовать более глубокую силу. Финальный раунд становится все более интенсивным. Амелия открывает более сильную способность, эффект бабочки силы, движимую ее решимостью и поддержкой Рэя. Орион, не желая отставать, атакует с молниеносной скоростью. Когда она наносит удар, он попадает в одну из бабочек Амелии, смещая ее в сторону. Орион чуть не падает с ринга, но спасается. Она предпринимает новые атаки, но каждый раз бабочки перенаправляют ее, сохраняя Амелию в безопасности. Амелия демонстрирует силу, которая делает ее почти непобедимой. Каждый раз, когда Ариан бросается на нее, Амелия остается невредимой. Несмотря на то, что Ариан очень сильна, магия бабочки Амелии защищает ее. Судьи разговаривают между собой. Один из них не понимает, что происходит. Другой судья объясняет, что магия Амелии защищает ее. Как бы Ариан ни старалась, она не может причинить Амелии вреда. Но потом у Амелии начинается кровотечение. Рэй знает, что это перегрев, который может причинить ей боль. Ариан видит слабость Амелии и пытается нанести удар. Но Амелия твердо стоит на своем и говорит, что не проиграет. Ариан чувствует то же самое. Эти двое продолжают конфликтовать. Это все равно, что наблюдать, как дерутся два свирепых зверя. Они толкаются друг от друга изо всех сил, вызывая искры. Они отрываются друг от друга, а затем устремляются обратно, с силой сталкиваясь друг с другом. Зрители взволнованы и поражены. Напряженная борьба девушки наполняет арену пылью. Все затаили дыхание, ожидая увидеть, кто выйдет победителем, когда пыль осядет. Пыль рассеивается, и мы видим Амелию, держащую на руках побежденного арианца. Вместо того, чтобы торжествующе праздновать свою победу, Амелия проливает слезы. Ариан хвалит мастерство Амелии и говорит ей, чтобы она гордилась им. В ходе эмоционального обмена Амелия благодарит Ариана за то, что он подтолкнул ее стать лучше. Оказывается, все это время учил Амелию смотреть ей в лицо. Им обоим оказана медицинская помощь. Рэй навещает Амелию, и она благодарит его за поддержку. Когда Амелия пытается пожать ему руку, они оба смеются, осознав, что ее рука обмотана бинтами. Рэй хвалит ее достижения, и Амелия чувствует благодарность за всех своих друзей. Финальный матч турнира состоится между Ребеккой, главной фавориткой, и Лукасом Фостером, неожиданным соперником. Как только начинается битва, Ребекка демонстрирует завораживающую магию с помощью своего меча. Но Лукас активирует редкую магию меча. Поразительно, но он быстро отключает источник энергии Ребекки и выигрывает поединок. Лукас становится чемпионом, оставляя толпу и ошеломленную Ребекку в благоговейном страхе. Рэй сталкивается с Лукасом в туннеле после матча. Лукас намекает на то, что знает, кто такой Рэй, колдун ледяного
Ледяного Клинка. В свою очередь, Рэй признает Лукаса обладателем титула несравненного колдуна Ледяного Клинка. Лукас признает, что принял участие в студенческом турнире только для того, чтобы бросить вызов Рэю и доказать, что он самый сильный из всех 7 колдунов. Перед уходом Лукас просит Рэя помочь ему вылечить его проблему с перегревом, чтобы в будущем они могли провести честный бой. Он обещает устроить решающий поединок на турнире в следующем году. В другом месте Кэрол делает перерыв в своих обязанностях комментатора и присоединяется к Эбби и Лидии на подземных уровнях площадки. Пока они идут, Лидия выражает недоверие к тому, что Эбби наняла Кэрол для обучения в академии. Пока Кэрол дразнит Лидию, вскоре они добираются до охраняемой комнаты, где содержатся мрачные жнецы, которые ранее пытались похитить благородных студентов во время турнира. Используя свои силы, Кэрол произносит заклинание, заставляющее жнецов повиноваться ей. Затем она игриво испытывает их, заставляя танцевать. Пока Эбби и Лидия наблюдают за происходящим, они задаются вопросом, действительно ли Кэрол заслуживает своего титула одной из 7 сильнейших волшебниц, известной как Чародейка-чародейка. Их легкомыслию приходит конец, когда Кэрол пытается извлечь информацию о боссах и планах жнеца. Однако жнецы кричат в агонии и взрываются в результате наложенного на них заклинания самоуничтожения. Взрыв сбивает Кэрол с ног, но группа остается невозмутимой, ожидая такой реакции от своих врагов. На церемонии закрытия турнира участники собираются на ринге. Зрители бурно аплодируют им за невероятные выступления, которые они показали. Эбби выходит на сцену и произносит искреннюю речь, восхваляя конкурсантов и выражая надежду на то, что в следующем году они снова будут участвовать в ожесточенной конкуренции. В первые дни после турнира школа гудит от предвкушения предстоящего культурного фестиваля. Во время обсуждения в классе Рэй и Амелия выдвигают идею организовать кафе для прислуги. Это предложение немедленно встречает неодобрение, так как многие студенты, будучи благородного происхождения, считают, что одеваться как горничная ниже их достоинства. Однако Рэй страстно утверждает, что кафе будет чтить горничных, часто невоспетых героев в благородных семьях, и даже может установить определенную тенденцию. Поворотный момент наступает, когда Кэрол в поддержку этой идеи моделирует наряд горничной, очаровывая класс. Когда предложение принято, Амелия и Рэй выходят, чувствуя себя победителями. Хотя они и беспокоились, что, возможно, слишком сильно надавили на своих одноклассников, Амелия считает это просто убедительным энтузиазмом. Их торжество продлится недолго. Как только Рэю сообщили потрясающую новость, Ребекка помолвлена. Прямо за пределами школы Ребекка была замечена идущей рядом со знакомым молодым человеком с турнира, который обнимал ее за плечи. Хотя он выглядит вполне довольным, лицо Ребекки остается непроницаемым. В отдельной комнате отец Ребекки и Эван Бернштейн завершают подписание контракта, кладя на него свои руки и скрепляя их печатью. Сделка с их кровью. Эван приказывает отцу Ребекки отвезти ее к нему. Странно видеть, как глава знатной семьи так подчиняется Эвану. В другом месте колдун по имени Обжора нападает на человека в капюшоне, высасывая из него всю его сущность. Пока тело лежит неподвижно, сообщник в маске использует свою силу, чтобы оживить его. Обжора, застигнутый врасплох, спрашивает о личности человека, на которого он только что напал. Человек в маске считает себя наемным убийцей из конкурирующей группировки Геникс. Структура этой организации очень сложна. Человек в маске упоминает, что Ребекка нужна ему для определенной цели, и он наблюдает за ней с самого начала турнира. Он считает, что пришло время отомстить. Но Обжора, похоже, больше заинтересован в личной выгоде. Тем временем Ребекка стоит в одиночестве, ее глаза светятся необычным желтым светом, а один из них, кажется, проливает кровавую слезу. На следующий день, когда она ухаживает за цветами, к ней подходит Рэй. Они говорят о ее помолвке с Эваном. Рэй рад слышать, что она останется в академии до окончания учебы, считая, что ее присутствие очень важно для школы. Рэй чувствует, что что-то не так, когда пожимает Ребекке руку. Он присоединяется к Амелии и Алисе, которые обсуждают шитые наряды для предстоящего школьного фестиваля. Алиса, искусная портниха, отвечает за пошив нарядов, но заботится о том, чтобы закончить их вовремя. Амелия предлагает Алисе тоже надеть один из нарядов, но она колеблется, считая, что это слишком откровенно. Используя свое обаяние, Рэй уговаривает Алису надеть один из них, надеясь, что ему это понравится. Это вызывает у Амелии намек на ревность, заставляя ее пнуть Рэя. Затем Рэй проверяет, как мальчик справляется с праздничными украшениями. К его радости они усердно и с энтузиазмом работают. Альберт говорит Рэю, что его речь вдохновила их. Узнав, что Алиса будет одета в костюм горничной, вся группа приходит в особое волнение. Альберт замечает, что наряды горничной универсально привлекательны, и группа разделяет это мнение. Позже в офисе студенческого совета Рэй представляет их предложение о проведении фестиваля. Сара, член совета, удивлена, что класс одобрил идею создания кафе для прислуги. Повторяя мнение Альберта, Рэй говорит, что в этом и заключается очарование нарядов. Сара одобряет это предложение. Перед уходом Рэй спрашивает о других членах совета, но узнает, что они больше не будут присутствовать на нем. Ребекка говорит, что все это связано с ее помолвкой. Секретарша была помолвлена с Эваном, но теперь, когда Эван помолвлен с Ребеккой,
другие члены совета решили бойкотировать заседание совета. Таким образом, только Ребекка и Сара должны справиться с огромной нагрузкой на фестиваль. Рэй предлагает свою помощь. Он напоминает им, что совет всегда поддерживал его с тех пор, как он поступил в академию без дворянского статуса. Они принимают его помощь. Когда Рэй покидает офис, Сара делится своими опасениями по поводу внезапной помолвки Ребекки. Эта внезапность в сочетании с высоким дворянским статусом Ребекки вызывает у Сары тревогу. Даже если Эван происходит из хорошей семьи, такие быстрые помолвки случаются редко. Что больше всего беспокоит Сару, так это молчание Ребекки по этому поводу. Сара подозревает, что что-то не так, и просит Рэя держаться поближе к Ребекке, чтобы выяснить правду. В тот же вечер Рэй навещает Лидию и быстро расспрашивает о помолвке Ребекки. Карла, хорошо осведомленная горничная, рассказывает им, что семья Эвана занимает высокое положение в обществе и обладает исключительными способностями к колдовству, признанными даже 3 лучшими благородными домами. Рэй понимает, что в социальном плане нет никаких причин сомневаться в помолвке. Однако Лидия замечает, что, учитывая возраст Ребекки, помолвка кажется поспешной. Она поручила Карле копнуть глубже, подсчитав, что на это уйдет неделя. С благодарностью Рэй переводит разговор на предстоящий культурный фестиваль Академии и рассказывает об их занятиях, запланированных в местном кафе. Лидия заинтригована этой идеей. Рэй вспоминает слова Альберта, утверждавшего, что ни одно существо на Земле не может устоять перед очарованием наряда горничной. Рэй не скрывает своего восхищения горничными, особенно хвалит наряд Карлы, заставляя ее покраснеть. Лидия, чувствуя укол ревности, представляет себя в наряде горничной, предполагая, что это будет потрясающее зрелище. Рэй разражается смехом, представляя своего сурового хозяина в таком наряде. В шутку он говорит, что она была бы больше похожа на гориллу, чем на служанку. В ответ на это Лидия окружает его ледяными шипами, и ее аура становится угрожающей. Поняв, что он переступил черту, Рэй поспешно извиняется. Лидия соглашается и сообщает ему, что она вместе с Карлой посетит культурный фестиваль. В ту ночь Ребекка пережила еще один эпизод. Когда она принимала душ, у нее потекла кровь из глаза, и она представила себе поле битвы, полное льда и павших солдат. Поразительно, но вид на это открывался с точки зрения юного Рэя. В комнату вошла ее младшая сестра Мария и спросила, почему она так поздно встала. Ребекка сказала, что она вспотела и ей нужно принять душ. Заметив пятна крови на полотенце, Мария выразила беспокойство, но Ребекка отмахнулась от этого как от простого кровотечения из носа. Отправив Марию спать, Ребекка удалилась в свою комнату и заплакала. Мария размышляла о своей связи с Ребеккой. Даже несмотря на то, что Мария не была такой талантливой, Ребекка всегда поддерживала ее. Мысль о том, как расстроена ее сестра из-за помолвки, опечалила ее. На следующий день одноклассники Рэй восхищались их работой для культурного фестиваля. Девочки примерили наряды горничных, и даже те, кто изначально был против этой идеи, теперь остались довольны своим внешним видом. В комнату вошел Рэй и похвалил их красоту. Амелия продемонстрировала свой наряд, вызвав восхищение как у Рэя, так и у другой девушки. Рэй похвалил ее, заставив ее покраснеть. Алиса, которая поначалу была слишком застенчива, чтобы выйти наружу, была вытащена Амелией на открытое место. Рэй сделал ей комплимент, вызвав у Амелии вспышку ревности, и ей пришлось ударить его кулаком. Амелия также выразила свою озабоченность по поводу участия Рэя в работе студенческого совета и его растущей близости к Ребекке. Рэй пытался объяснить ситуацию, но Амелия оставалась настороженной. Кларис, одетая как привидение для темы «Особняк с привидениями» в своем классе, присоединилась к группе. Амелия сразу же восхитилась ее уникальным костюмом. Хотя Кларис не была уверена в милых комплиментах, сделанных ее призрачному одеянию, она тепло приняла их. Наблюдая за работой горничной в кафе, Рэй почувствовал гордость за их работу, но приготовил дополнительный сюрприз. Тем временем директор школы Эбби и Кэрол занялись подготовкой к фестивалю. Эбби была довольна руководством Рэя. В тот вечер, когда Ребекка гуляла одна, Рэй предложил ей сопровождать ее. Она поделилась своими чувствами по поводу помолвки и отъезда из кампуса после фестиваля. Во время их разговора к ним подошел Эван. После краткого знакомства Эван взял на себя обязанность сопровождать Ребекку, поблагодарив Рэя за его помощь. Когда они уходили, Рэй вспомнил о беспокойстве Сары по поводу ситуации с Ребеккой. Лекс вскоре привлек внимание Рэя, приведя его на встречу с Лидией. У Карлы были волнующие новости. Поместье Бёрнштейнов казалось заброшенным в течение многих лет, где не было ни одного человека. И все же было известно, что Эван посещал элитные мероприятия. Все детали складываются воедино, что наводит на мысль о том, что Эван хотел заполучить уникальные глаза колдуна Ребекки. Его вероятная связь с преступной группировкой Евгеника стала более очевидной, когда Эван был замечен разоблачающим себя. Он намекнул на более грандиозный план. «Я жду пробуждения Ребекки, чтобы открыть таинственные врата в Акашу». Ребекка вспомнила леденящие душу моменты общения с Эваном. Он ясно дал понять, что желает ее только из-за ее уникальной способности видеть. Когда она воспротивилась, он подчеркнул важность их помолвки для статуса ее семьи. Чтобы заставить ее, Эван угрожал безопасности ее сестры. Когда она плакала, ее глаза перенесли ее в прошлое, на войну на Дальнем Востоке,
где она стала свидетельницей отчаянной попытки юной Рэй спасти Говарда. Лидии пришлось жестко убедить Рэй оставить Говарда и продолжить миссию. На следующий день во время подготовки к школьному фестивалю мысли Ребекки были поглощены видением прошлого Рэя. Она была возвращена к реальности, когда Сара подозвала Рэя для приватной беседы. Выйдя на улицу, Рэй встретил Марию, младшую сестру Ребекки. Узнав в нем Лили по предыдущей встрече, Мария была встречена лестью Рэя. Используя ее неуверенность в себе в качестве основы, Рэй осыпал ее похвалами, заставив ее покраснеть, несмотря на предупреждение Сары о его очаровательной натуре. Связь между Сарой и Марией стала причиной встречи Марии с Рэем. Рэй считал, что Мария обратилась к нему по поводу обстоятельств, в которых оказалась Ребекка. Мария, которую часто затмевала ее талантливая старшая сестра, всегда чувствовала непоколебимую поддержку Ребекки. Чувствуя себя в долгу перед ней, Мария хотела помочь Ребекке в ответ. Тронутый ее самоотверженностью, Рэй заверил ее в своей защите. Его слова, подчеркивающие ее искреннее сердце, глубоко утешили ее, заставив искать утешение в его объятиях. Ребекка незаметно для них заметила эту сцену и поспешно ушла. В ту ночь ее мысли были полны смятения из-за близости Марии и Рэя. Она знала о том, что Рэй оказывает на девушек непреднамеренное обаяние, поэтому постаралась отмахнуться от своих опасений. В общежитии для мальчиков Эви с любопытством спросила Рэя о том, как он читает по ночам. Рэй описал любовный роман, высоко оценив то, как автор описывает человеческие чувства. Но для Эви их академических книг было уже достаточно, чтобы справиться с ними. Пока продолжалась подготовка к фестивалю, Рэй делил свое время между занятиями в классе и обязанностями в студенческом совете. Однажды беспокойной ночью Рэю приснилось прошлое событие – похороны Говарда, на которых он утешал скорбящую Кэрол. Но сон сменился, когда его окликнул голос Ребекки. Когда он повернулся, чтобы обратиться к ней, его юное я превратилась в его нынешнего возраста. Она усомнилась в его истинной личности. Но прежде чем Рэй успел ответить, гром и дождь заглушили его ответ. Внезапно проснувшись, испугался, что у него кровоточит глаз, и бросился приводить себя в порядок. На следующее утро во время пробежки Рэй он наткнулся на Ребекку, ухаживающую за цветами. Прервав свои занятия, они сели поболтать. Заметив нерешительное выражение лица Ребекки, он попросил ее поделиться своими мыслями. На грани того, чтобы расспросить его о войне на Дальнем Востоке, она запнулась, решив вместо этого пожелать ему всего наилучшего. С наступлением дня над Академией поднялся яркий дым, возвещая о начале фестиваля. Студенты магии из разных академий собрались вместе, гудя от возбуждения. Хариот со своей младшей сестрой Тианой нетерпеливо вошли внутрь в поисках Амелии. Мария, напротив, остановилась, чтобы изучить плакат, рекламирующий кафе для прислуги. Внутри Амелия и Алиса развлекали Ариана и Тиану, подавая им блюда с приправой в форме сердца, а затем разыгрывали игривое представление. Взгляд Арианы искал Рэя, подозревая, что это может быть его альтер-эго Лили. Ее подозрения подтвердились. Когда Рэй, одетый горничной, шествовал по коридору, он вызвал всеобщее восхищение. Его театральная поза заставила многие сердца учащенно биться. Ариан была потрясена, когда увидела Рэя, одетого горничной, и узнала его секрет. Ее сестра Тиана радостно машет ему рукой, не зная всей правды. Рэй гордится мастерством своей горничной. В другом месте двое студентов испугались, когда Кларис, одетая как привидение, неожиданно выскочила из колодца. Они в страхе убегают, но Кларис чувствует себя одинокой в своем укрытии. На следующий день директор Эбби и Кэрол совершают экскурсию по академии. Кэрол жалеет, что не присоединилась к веселью, и у нее есть планы подразнить Рэя. Мария посещает кафе горничная, желая повидаться с Лили. Она не понимает, что Лили на самом деле это Рэй. Танец Рэя производит впечатление на всех, заставляя некоторых даже краснеть. Эбби, Альберт и Тиана наслаждаются шоу, но Ариан чувствует себя неловко. Позже Рэй, снова переодевшись в свою обычную одежду, прогуливается с Ребеккой. Она, кажется, нервничает. Сара уговорила ее присоединиться к Рэю на веселом празднике. Пока они исследуют окрестности, Кларис пытается напугать их. Рэй уверяет Ребекку, что Кларис просто шутит. Но Кларис не любит, когда ее игнорируют. Когда день подходит к концу, Ребекка благодарит Рэя за компанию. Она намекает на то, что хотела бы посмотреть вместе с ним фейерверк на следующий день, но слишком стесняется попросить об этом. Она быстро заходит внутрь. В тот вечер Мария просматривает свои фотографии с Рэем в роли Лили. Таинственная женщина с белыми волосами, как у Марии, дает ей страшное предупреждение о своей сестре. От шока Мария бросает свои фотографии. Рэю звонят его старшие друзья, в том числе Лидия. Они обсуждают ужасное предсказание относительно Ребекки. Лидия заверяет Рэя, что они могут предотвратить это, если будут действовать. Отец Ребекки присоединяется к ним и просит Рэя, известного как колдун ледяного клинка, спасти его дочь. Рэй возвращается в свое общежитие, явно встревоженный. Эбби, его соседка по комнате, предлагает свою поддержку, а их друзья также предлагают помощь в решении любой проблемы, с которой он сталкивается. Эван и Пера готовятся к предстоящим событиям. Пера заинтересован только в том, чтобы противостоять колдуну ледяного клинка. Ребекка сейчас дома, ее переполняют тревожные видения будущего. Мария, ее сестра,
Со слезами на глазах слушает, как страдает Ребекка, стоя за дверью комнаты. На следующее утро во время обычной пробежки Ребекка встречает его. Она знает, что ее время ограничено. Она просит Рэй позаботиться о Марии, ссылаясь на ее предстоящее замужество в качестве причины, по которой она не сможет быть доступна. Рэй просто ошеломлена. Когда начинается заключительный день фестиваля, Рэй снова надевает свой наряд. Он видит Марию, которая кажется грустной. Она просит его набраться смелости, и это застает его врасплох. Он пытается утешить ее. Позже Амелия почувствует его беспокойство. Рэй внезапно уходит, встревожив своих друзей. Выйдя на улицу, Ребекка обнаруживает, что Эван преградил ей путь. Он быстро отводит ее на тренировочную площадку и устанавливает защитный барьер. Гера выпускает на волю монстров поблизости, готовясь к схватке. Рэй начинает действовать, уворачиваясь от огненных шаров и отбиваясь от первой волны существ. Он осознает огромное количество врагов и оценивает, как далеко он может зайти, используя только свои базовые способности. Внезапно фигуры в капюшонах нападают на Рэй, но эффект бабочки Амелии защищает его. Друзья Рэя пришли ему на помощь. Вместе они противостоят врагам с координированными движениями. Заметив уникальную силу Амелии, пара пытается завладеть ею, но Рэй вмешивается. Друзья Рэя призывают его двигаться вперед, пока они разбираются с оставшимися врагами. Когда Рэй бросается прочь, его друзьям кажется странным, что он все еще говорит женским голосом из-за своей прежней маскировки. В другом районе Ребекка слышит продолжающуюся битву и пытается разобраться в этом хаосе. Она вздрагивает, увидев рядом Марию, которая зовет ее. Когда Рэй мчится им на помощь, он вспоминает откровение отца Ребекки. На семье Брэдли лежит древнее проклятие. Каждые несколько столетий один из членов семьи воплощает сущность по имени Экипаж, что приводит к массовым разрушениям. Ребекка, к сожалению, питает этот дух. Лидия отмечает, что Ребекка еще даже не может использовать свое собственное колдовство. Ее отец мрачно предсказывает, что если она не научится контролировать свою силу, то не доживет до своего 20-летия. Он считает, что альбинизм Марии может быть следствием проклятия Ребекки, и предполагает, что Мария может быть связана с этой судьбой. Таким образом, им нужна помощь, чтобы разорвать этот порочный круг. Когда Рэй взбирается на утес, сцена переключается на Ребекку и Марию внутри барьера Эвана. Внезапно с неба драматически спускается Перитрова в сопровождении фигуры в маске и красном плаще. Когда фигура в маске выходит вперед, становится ясно, что это настоящий Эван. Самозванец предстает перед нами как лис, которая в течение последнего десятилетия выдавала себя за Эвана, чтобы поддержать дом Бёрнштейнов. Эван с помощью своей темной магии захватывает в плен седовласую леди Лис. Он разглагольствует о том, как само ее существование разрушает его планы. Он полон решимости использовать разрушительную силу, заключенную в Ребекке, для реализации своих амбиций. Пламя окутывает Ребекку на мгновение, останавливая всех вокруг. Лис быстро перемещает ее в безопасное место и, используя свою силу, отправляет Эвана в другое царство, прежде чем он сможет нанести ответный удар. Затем Лис радостно обращается к Марии, подчеркивая ее решающую роль в спасении Ребекки. Она советует Марии довериться Рэю в том, что будет дальше. Как раз в этот момент появляется Рэй с напряженным выражением лица. Ператрова узнает в нем нынешнего колдуна ледяного клинка. Рэй признает его, зная о печально известной способности Ператрова поглощать других магов в граммах. Ранее Рэй защищал уникальность Амелии, а Грэм выдал свою личность. Теперь с разинутым ртом, похожим на огромную пропасть, десантник горит желанием поглотить ледяные клинки в Грэме. Рэй наблюдает, как обжора бросается на него, но его останавливает внезапная преграда. Обжора выглядит комично удивленным, прижимаясь лицом к невидимой стене. Лис с легкой ухмылкой велит ему подождать. Затем она обращается к Рэю и представляет себя как колдуна высшего уровня, колдуна воображения. Рэй понимает, что именно она является вдохновителем текущих событий. Лис считает, что другие соединили все точки в ее плане сделать силу Ребекки нестабильной, а затем заставить Рэя сдержать ее с помощью специальной техники. Называется замок Кроноса. Рэй помнит одну ночь, когда ему приснилось его прошлое, и во сне Ребекка была рядом с ним. Он каким-то образом связан с ней. Лис добавляет, что ее нанял отец Ребекки, чтобы спасти ее, даже если для этого придется пойти на риск. Рэй отмечает, какой уверенной она кажется, несмотря на все опасности своего плана. Внезапно их прерывает громкий шум. Эта обжора пытается прорваться через барьер. Лис подталкивает Рэя повернуться к нему лицом, и как только она это говорит, барьер разрушается. Рэй действует быстро, высвобождая свои ледяные силы, и обжора, взволнованный, бросается на него. Эти двое сталкиваются в порыве энергии, оставляя за собой густое облако пыли. Лис быстро меняет измерения, чтобы встретиться лицом к лицу с Эваном, который становится все более нестабильным. По мере того, как Лис пытается урезонить его, он становится еще более неистовым. Зная, что Лис превосходит его по силе, Эван активирует опасную систему темной триады, превращая его в чудовище. Лис считает эту технику рискованной, усиливающей темную сторону пользователя. Когда чудовищный Эван делает выпад, Лис нейтрализует
его заклинанием, которое заставляет его самоуничтожиться. Его силы иссякают, оставляя его поверженным на земле. Ошибочно полагая, что она самая сильная, Лис поправляет его, говоря, что этот титул принадлежит Рэю. Вернувшись в реальный мир, Рэй защищается от нападок обжоры. Даже после того, как его клинок ломается, Рэй быстро вызывает другого. Они обмениваются ударами, оставляя поле усеянным осколками льда. И все же Рэй готов к большему. В другом месте друзья Рэя отдыхают после битвы с монстрами. Альберт вспоминает, как однажды они сражались всего с одним существом. Амелия отмечает их успехи, а Эйри благодарит Рэй за то, что они стали лучше. Их отдых длится недолго, так как темные колдуны оживляют монстра, делая его еще более ужасающим. Как раз в тот момент, когда кажется, что они ошеломлены, появляется Лидия в сопровождении Кэрол и других людей. Обладая впечатляющими способностями, они быстро устраняют угрозы. Алиса, в частности, очень взволнована, увидев своего героя Лидию в действии. Внешняя опасность устранена, и все взгляды устремлены на схватку внутри барьера. Рэй противостоит Переторго, у которого, похоже, есть преимущество. После насмешек над Рэем обжора демонстрирует мощное заклинание, которое увеличивает его силу и сбивает Рэя с ног одним ударом. Поражение Рэя приводит к расколу между сестрами. Мария винит Ребекку в случившемся беспорядке, расстроенная тем, что она не поделилась своим бременем. Но Рэй недолго остается на ногах. Окровавленный поднимается, но Переторго хватает его и прижимает к земле. Но в тот момент, когда обжора готовится поглотить Рэя, колдун ледяного клинка проявляет неожиданную силу – багровое пламя. Красный лед выстреливает наружу, связывая Переторго, и вскоре все чудовище оказывается заключенным в оболочку. Как раз перед тем, как обжора полностью обездвижен, он осознает истинную силу Рэя и даже хвалит его. Измученный битвой, Рэй падает, но не раньше, чем активирует защитное заклинание. Когда Ребекка пытается броситься ему на помощь, Мария останавливает ее, говоря, что это все ее вина. Две сестры начинают бороться друг с другом, и эмоции обеих достигают точки кипения. Ребекка рассказывает, что Марию всегда недолюбливали из-за ее поведения. Мария отталкивает свою сестру, показывая, что она знает, что Ребекка всегда хотела, чтобы она никогда не появлялась на свет. Ребекка разрывается на части и поясняет, что несмотря на их разногласия, она искренне любит свою сестру. Когда эмоции достигают пика, сила Ребекки пробуждается, помогая Рэю прийти в себя. Лис возвращается с телом Эвана. Рэй задается вопросом о ее связи с Эваном, на что она признается, что он был поглощен ревностью и потерял свою человечность из-за демона. Лис со слезами на глазах признает непредсказуемость жизни. Рэй направляется к Ребекке, которая оказалась в ловушке золотого шара. Лидия и другие приближаются к ним, предупреждая, чтобы они не приближались из-за перегрева Ребекки. Рэй утешает Ребекку, которую снедает чувство вины за ее резкие слова в адрес Марии. Он напоминает ей, что несмотря на их недавнюю ссору, Мария действительно любит ее. Полные слез глаза Ребекки встречаются с глазами Рея, когда он нежно обнимает ее за щеку. Вместо поцелуя он касается их лбов и использует замок Кроноса, чтобы запечатать ее энергию и предотвратить перегрев. Отец Ребекки узнает об их безопасности и героизме Рея. После этого Ребекка возвращается в академию, созерцая ночное небо из сада на крыше. Входит Амелия, и Ребекка, ожидая появления Рэя, объясняет, что скоро они встретятся. Ревность Амелии проявляется, когда она замечает их близость. Ребекка проясняет их отношения, и настроение Амелии улучшается. Ребекка намерена поблагодарить Рэя за то, что он спас ее. Амелия, игриво пытаясь вызвать ревность, рассказывает о своей близкой встрече с Рэем. Ребекка невозмутимо комментирует их замечательную дружбу. Ребекка отмечает связь, возникшую между ними благодаря замку Кроноса. Амелия отбрасывает притворство, признавая популярность Рэя среди девочек и конкуренцию за его сердце. Они пожимают друг другу руки, обещая не проиграть. Алиса и Кларис присоединяются к ним, ясно выражая свои чувства. Неожиданный звонок Рэй пугает их. Наблюдая за фейерверком, они сближаются друг с другом. На следующий день Рэй посещает могилу Говарда, делясь своей новой жизнью и дружбой. Ариан удивляет его, приглашая на магическую войну. В другом месте девочка легко побеждает монстра, ожидая своего старшего брата. Удивительно, что она похожа на Рэй. Посмотри это следующее видео. Увидимся в следующем.